Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. А похудела я уже на 52 килограмма. Видео с моим взвешиванием вы можете посмотреть по ссылке, которая появится вот здесь. И, кстати, там будут фото до. Те фото, на которых я вешу до похудения 120 килограммов. А сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные, разнообразные перекусы из творога, потому что и в комментариях, и во время прямого эфира многие задавали вопросы, чем же перекусить, чтобы было вкусно, полезно, безопасно для снижения веса. И сегодня я поделюсь своими любимыми перекусами на основе творога, ведь творог очень полезный, содержит большое количество белка. В общем, о его пользе долго говорить не буду, я думаю, про это знает каждый. И еще, кроме того, он вкусный и отлично сочетается с разнообразнейшими продуктами. И сегодня будет топ-5 перекусов из творога. Начинаем! Для первого сладенького перекуса нам понадобится 10 фиников. Я их замочила в 4 столовых ложках самой обычной чистой воды. Отправляю их в чашу блендера первыми. Добавляю чайную ложку с горкой самого обычного какао, которое нужно варить. Еще добавляю столовую ложку кокосовой стружки. Перед тем, как добавить творог, я немного все смешаю. Следом отправляем туда 100 граммов творога. У меня творог 5% жирности. Теперь с помощью блендера перемешиваем все до однородной консистенции. Наш перекус готов. Я посыпаю его еще дополнительно кунжутом. Получается очень вкусно и полезно. Есть еще продвинутый вариант такого десерта, если у вас немного больше времени. Творожную массу десертную не посыпать кунжутом, а убрать в холодильник на верхнюю полку для того, чтобы она остыла и стала более плотной. И обвалять ее либо в кунжуте, либо в кокосовой стружке, и у нас получатся творожные конфетки. Но мне вкусно так, и самое главное, приготовление такого перекуса занимает минимум времени. А мы приготовим с вами второй вкусный перекус на основе творога. Для следующего перекуса я беру свеклу и творог 1 к 1. На терке на крупный натираю 100 грамм уже отварной свеклы. К 100 граммам свеклы я добавляю чайную ложку обычного растительного масла и следом добавляю 100 граммов творога. Ну и теперь просто разминаю творог и все перемешиваю. Мне нравится, честно, просто вот так. Вы по-своему можете посолить, поперчить. Кто-то, возможно, наоборот добавит меда, можно добавить зелень, чеснок. Я сейчас просто разминаю вилкой, и вкусный, быстрый, очень полезный перекус готов. Представьте, очень-очень полезная свекла, супер полезный творог вместе, быстро и вкусно. Обязательно попробуйте такой перекус. Ну и для того, чтобы было не только вкусно и полезно, но еще и красиво, для контраста присыпем зеленью. Наш перекус из свеклы и творога готов. Следующий перекус с яблоком. Яблоко само по себе отличный перекус, ну а с творогом оно сочетается просто восхитительно. Давайте готовить. Яблоко я нарезаю с помощью яблокорезки. Мне кажется, было очень сочно. Дольки яблока я отправляю в контейнер, который подходит для того, чтобы использовать его в микроволновке, потому что наш перекус очень-очень простой, быстрый и в приготовлении. Накрываю, но не закрываю контейнер крышкой и отправляю его в микроволновку. Вот наши яблочки, они у меня приготовились за 2,5 минутки, согласитесь, это очень быстро. Яблоки выкладываем прямо к творогу. Творог у нас будет выступать как гарнир. Еще, когда яблоки пеклись, у нас получилось немного яблочного сиропа. Этим я поливаю творожок. Будет очень вкусно, никакого меда, сахара совсем не нужно. Ну и, конечно, где яблоки, там корица. Немного присыпаю корицей. Вот такой вкусный, быстрый, очень ароматный перекус готов. А мы с вами уже будем готовить 4-й перекус. Готовить его будем с зеленью. Зелень — это один из лучших источников витаминов зимой, так что давайте готовить вкусный и полезный перекус. Зелень просто символически присыпаю и растираю для того, чтобы она отдала свой сок, ну и, конечно же, аромат. К растертой зелени добавляем 100 граммов творога, ну и, конечно, перемешиваем. Вот так красиво, ярко и ароматно все у нас получается. Творог я интенсивно перемешала с зеленью, соли не добавляла, потому что такой перекус я буду подавать с солеными огурчиками, потому что многие спрашивали про солененькое. И вот такой перекус, один соленый огурчик, 100 грамм творога и зелени не повредит.
Я такой перекус люблю употреблять вот так. Делаю прям настоящий бутерброд с соленым огурцом. Чайную ложечку намазываю на огурчик. И получается очень вкусно и очень красиво. Следующий перекус – это классика. Мы будем готовить орехи с творогом. Кстати, многие спрашивали, какая же норма, сколько можно орехов или сухофруктов съесть в день. Стандартная порция – это то, что умещается в ваш кулачок, но чтобы было максимально наглядно, я взяла горсть орехов, и сейчас мы с вами взвесим для того, чтобы у вас был ориентир. Орехи мы поставили на весы. Вы видите, что моя горсточка орехов средняя весит около 20 граммов. То есть такое количество безопасно употреблять для того, чтобы вес снижался, а у вас был отличный перекус. Творог я поливаю чайной ложечкой меда. Вот так красиво и аппетитно это выглядит. И теперь добавляем полезные и вкусные орешки. У меня фундук, вы можете использовать грецкий орех, в общем, любые орехи, которые есть у вас дома. Даже можно использовать тыквенные семечки, в общем, вариантов много. Я уверена, вы найдете тот, который придется вам по вкусу. Я рада, что сегодня с вами поделилась целыми 5 вариантами разных перекусов с полезным и вкусным творогом. Я вас попрошу, обязательно в комментариях напишите ваши варианты. Сколько людей, столько мнений, я уверена, вам есть чем поделиться. Ваши комментарии мне очень помогают, они меня вдохновляют, я в них нахожу что-то новенькое для своих рецептов, поэтому делитесь обязательно. Ну и, конечно, кто попробует перекусы, жду ваши отзывы. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич, и я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, перекусов с творогом, это же так полезно.